Всем привет! Сегодня наш предпоследний день в Батуми. Послезавтра мы уже уезжаем. Так странно это осознавать, потому что мы уже так привыкли к Батуми, немножечко обжились здесь. И вот завтра последний день. Вчера мы уже сходили, купили билеты на автобус. Вот так вот они выглядят. И наша следующая точка — это Турция. Совсем не верится, что завтра уже последний день. У нас еще столько дел, мы ничего не сделали, мы даже еще не собирались. Мы только сделали сегодня тест на ковид, завтра его нужно будет получить. А сегодня нас ждет прощальный ужин с нашими коллегами, которые здесь живут. Но нет повода для грусти, я уверена, что обязательно мы с ними еще где-нибудь встретимся. Идем сейчас забирать результаты теста. Я очень переживаю, надеюсь, мне отрицательный, потому что последние пару дней у меня побаливало горло, видимо, я простудилась, но никаких других симптомов короны у меня не было. Так что ура, все хорошо, и я не остаюсь здесь. Доброе утро, или не очень, ночь была адская, потому что, как всегда, перед поездкой у меня должно что-то случиться. Случилось то, что вчера я как-то неправильно повернула шею, и у меня, не знаю, что-то случилось с мышцей сзади. Двигать шеей было вообще невозможно, у меня была прогревающая мазь. Я подумала, намажу ее на ночь, к утру буду как огурчик. Дело в том, что такой мазью прогревающей я мазала много раз в своей жизни. И да, она греет, но не так, чтобы прям сильно, то есть обычно я еще сверху заматывала это шарфом, все дело. В этот же раз я просыпаюсь в час ночи от того, что я просто не могу терпеть, у меня горит кожа, я бегу в ванную, включаю ледяную воду, начинаю смывать ватным диском все это с себя, и в какой-то момент струйки с этим кремом начали течь по моей спине, они прожигали мне кожу. Я просто пошла в душ, встала под холодную воду, смыла все это гелем для душа, и после этого я подумала, что надо чем-то успокаивающим помазать, и была отличная идея воспользоваться молочком после загара. Это реально сработало, и я смогла уснуть, но ночью картина выглядела просто жестко. А в итоге оказалось все как обычно. Мазь была просрочена. Проснулись мы тоже еле-еле, Батуми провожает нас довольно хмурой погодой, из-за этого вещи, которые мы постирали вчера, не высохли, мне пришлось досушивать их феном. А сейчас мы пытаемся успеть собраться, через час где-то придет хозяйка квартиры, мы будем ее сдавать, и нам после этого надо успеть еще пообедать. Вот и все, выехали мы из квартиры, будем скучать по этому виду. Идем теперь обедать и ждать звонка от дядечки Ризо, который позвонит нам и скажет, во сколько и откуда мы поедем. Так, доехали мы на границу. Теперь нам надо найти загадочную Марию и сказать ей, что мы от Ризо. Так, мы дозвонились до Марии, нам сказали ждать здесь. Стоим, тут красота, облака. Но сколько ждать, вообще неизвестно. Вот, мы еще границу не перешли, и когда переходить, тоже неизвестно. Вот и все. Получается, мы в Турции. Сели мы в автобус. Да, я случайно записала slow motion. Дело в том, что мы знали только название автобуса, мы его увидели, сели в него, и у нас никто даже не спросил ни билетов, ни паспортов, абсолютно ничего.
Проехали мы буквально метров 500 от границы и сразу же остановились. И все пошли, походу, ужинать. Красота. Мы доехали до аэропорта Трабзона, так что из центра города нам даже не придется ехать. Мы специально взяли жилье рядом через дорогу от аэропорта для того, чтобы завтра с утра взять в аэропорту машину. Так что сейчас идем искать свое жилье. У нас как бы 2 тяжеленных чемодана и... Oh no. Блин, на самом деле вообще непонятно, как люди вот из аэропорта переходят дорогу в город. Спустя долгие муки хождения по этим лестницам мы дошли до отеля. Ого! Вот это номер. Это что, люкс? А стоит 20 евро, между прочим. Даже терраса есть. Вау! С видом на море и аэропорт. Короче, заселились мы в отель, и у нас оказалась неубранная кровать. В итоге нам меняют номер, дают какой-то супер огромный номер с огромнейшей террасой, вот, с кабинетом. Мы сейчас пришли в заведение какое-то рядом с нашим отелем, потому что мы не знаем, есть ли здесь комендантский час до скольки, так что искать выбора нет. И вот такой вот ресторан. Ты просто выбираешь то, что хочешь отсюда, и тебе сразу же готовят это. Короче, нам принесли вот такой салат. Это салат, который мы будем есть, по-видимому, вдвоем. А также хлеб, водичку и колу. Это работает как мини-бары в отелях. То есть они тебе просто приносят, ставят, и ты, если хочешь, то ты берешь. Потом за это, соответственно, платишь. Если не хочешь, то можешь не брать, оставить и не платить за это. Так как нам поменяли номер из-за неубранной кровати, теперь у нас номер вот такой. Там туалет. Мини-комнатка. Идем дальше. Кабинет на двоих. Шкафы, еще один стол. Спальня. И терраса. Опа, вот такая. Ничего не видно, но вот это все наш номер и наша терраса. С видом на город, там море и аэропорт. О, миленько. И вот такие шоу показывают. Короче, возвращаемся мы с ужина в наш отель. Увидели, что есть стойка с кальяном. Спрашиваем, работает ли она сейчас. Они говорят, что нет, они ее еще не запустили, кальяны еще не продают. Мы уже собрались уходить, как нам кричат: подождите. Если вы готовы подождать там 15 минут, то мы можем все организовать. Мы такие, конечно, 15 минут, что? Вот, в итоге они позвали какого-то друга кальянщика, который прибежал с табаками, и нам сделали кальян бесплатно. И вот мы сидим в саду с розами, работаем. Отлично нас встречает Турция. Мы
проснулись, потянулись, улыбнулись сегодня на час раньше запланированного. Мы стали где-то в 6:30 без будильника. Я не знаю, как эта магия путешествия работает. Завтрак пришлось ждать долго, он был 8:30. Хороший, кстати, завтрак. Сейчас наша задача дойти в аэропорт, взять там машину, снять деньги, купить симку и только после этого уже выезжать и ехать в Каппадокию. Погнали! Пришли в банкоматик. Так, ну что, первый этап пройден. Сейчас поедем за машинкой на парковку. Пам-пам-пам. Наша малышка на ближайшие 5 дней. О-ля-ля, она полностью новая. Офигеть. Зашли в торговый центр за симкой, и тут, чтобы войти, нужно сначала показать фес-код, потом просканировать вещи, пройти через вот эту вот рамку, и потом еще измерить температуру. Так-то. Ну, короче, пошли мы за симкой в торговый центр и благополучно провели там несколько часов. Мы пошопились, покушали, и сейчас 2 часа мы только выехали в Каппадокию. А ехать там 8 часов. Так, пока мы ехали через грозу, сошел оползень и попал нам в колесо. Хорошо, что только колесо. Жесть, было стрёмно. Это невероятно, но мы приехали. 11 часов ночи. Мы так устали. И мы будем жить в пещере. Нас уже напоили чайком. Прям пещера. Но красивая.